Всем привет! Сегодня хочу затронуть весьма специфическую тему, в которой речь пойдет не о красоте листьев и цветов, или о красоте всего растения в целом, а речь пойдет о корнях растений, посаженных в циолит. Я люблю красивые кашпо или горшки. Но как развивается корневая система в безземельном грунте, хорошо видно на примере растений, которые посажены в любые прозрачные емкости. Поскольку речь пойдет о корнях растений, я старалась максимально приблизить картинку, чтобы была возможность хорошо рассмотреть происходящее. Развитие корней у сингониумов отлично видно и невооруженным глазом. Эти растения отлично и очень быстро наращивают корни. Мне кажется, в любом грунте и всегда стремятся вниз к воде. При таком способе выращивания корни в горшке продолжают развиваться. И те корни, которые уже достают до воды, тоже продолжают активно наращивать всасывающие корешки. Безземельный грунт сверху остается сухим. Растения себя чувствуют отлично. Регулярно появляются новые листики. Поскольку результат одного растения не является показательным, то для примера я покажу несколько растений. На примере олеандра тоже отлично видно, что верх циолита, в который он посажен, абсолютно сухой и сыпучий. Циолит не комкуется и всегда очень хорошо пропускает воздух. Благодаря постоянному доступу воздуха корни получают достаточное количество кислорода. И это поможет растениям развивать крепкую и здоровую корневую систему. Непрозрачный горшочек не позволяет нам увидеть корни внутри, но зато замечательно видно молоденькие корешки из нижних отверстий. Антуриум тоже очень активно наращивает листовую массу. При этом старые листья остаются по-прежнему зелеными и здоровыми. Растет на фитильном поливе. Весь горшочек заполнен корнями. Корни отлично просматриваются сквозь прозрачные стенки емкости. Этот черенок фикуса не только укоренился и пошел в рост, но уже успел вырастить свои корни из отверстий горшка. Следующими хочу показать филодендроны. Филодендроны тоже отлично укореняются и растут в циолите. Это черенок филодендрона Биркин. Уже есть новый молоденький листик, и развитие корневой системы отлично видно. В пластиковых стаканчиках в циолите у меня укореняются несколько сортов филодендронов, и результат абсолютно у всех положительный. Для успешного развития корней черенков необходимо создать благоприятные условия.
И развитие их корневой системы говорит о том, что все им подходит и нравится. У черенков должны быть созданы оптимальные условия для развития корней. И такие условия им созданы. Видно, что все растения абсолютно здоровы. Внешний вид и то, как они развиваются, мне очень нравится. Укоренение хой в циолите таким способом я делаю впервые. И мне тоже очень интересно узнать, что из этого получится. Наличие новых молодых листочков говорит о том, что черенок не просто жив, но и пошел уже в рост. В стаканчике видны корни. Так хои будут расти до тех пор, пока корневая система полностью заполнит объем стаканчика. А уже потом будет пересадка в красивые кашпо в циолит на фитильный полив. Такой у меня способ выращивания растений. И я буду очень рада, если смогла показать и рассказать для вас что-то новое. И моя информация была интересной и полезной. Всем пока, до новых встреч, и пусть растения вас только радуют.